Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя, это канал о вязании, и в этом видео я расскажу вам, как я связала вот такую вот супер пушистую шапку из очень пушистой пряжи. Ну и по традиции уже ставьте видео на паузу и пишите свои версии, как связана эта шапка. Крючком или спицами, хотя мне кажется, вы опять догадались. Эта шапка легкая, объемная, здесь очень пушистая пряжа, и сразу скажу, с шапкой я не делала вообще ничего, чтобы она была такой пушистой. Связана эта шапочка в 2 нити. Подробнее про пряжу, про инструменты, про узор я вам расскажу чуть позже. Данную шапку я вязала на свой 55 размер, но у меня размер получился чуть больше, чем мой, где-то, наверное, 57-58. Но, в принципе, на мне тоже смотрится неплохо. Ну и, наверное, не буду больше вас томить. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а я начинаю свой рассказ. И для вязания этой шапочки мне потребуется 4 вот таких вот моточка. Это пряжа итальянского производства Solo Filato Angora. Давайте рассмотрим этикетку поподробнее. Здесь 80% ангора, 20% полиамид. Сделано в Италии. 25 грамм, 120 метров. И в 4 мотках это 100 грамм. Ну, на шапочку этого будет достаточно. Цвет у меня 404, ну такой это фиолетовый, нежно-лавандовый. Дальше по рекомендациям здесь указана ручная стирка и нарисованы спицы 3 миллиметра 4,5. Но мы, конечно, не будем делать то, что нарисовано на этикетке. Мы не будем вязать эту пряжу спицами. Мы будем вязать эту пряжу, естественно, крючком. И я уже связала образец. Смотрите, какой он пушистый, какой он объемный, как роскошно на этой пряже выделяются косы. А я ведь с ней совсем ничего не сделала. Она пушистая уже в мотке. Здесь не нужно применять никаких лайфхаков для того, чтобы пряжа распушилась. Просто вяжите, и вот такой вот кайф, вот такого вот пушистика вы получите. Эта пряжа Solo Filato Angora у меня от магазина klubok.club. В описании я оставлю для вас ссылку на этот магазин, а также промокод на скидку в 10% на данную пряжу. И я думаю, что вы уже догадались, что данную пряжу я вязала крючком. Я взяла крючок 5 миллиметров и ниточку сложила вдвое, то есть вяжу из 2 клубков. Ниточка довольно тонкая, здесь 25 грамм, 120 метров. То есть если вы умножите на 4, это то будет больше, будет 500 метров в 100 граммах. Это тонкая нить. Но я ее складываю вдвое, и потому что она пушистая, для того, чтобы дать пряже распушиться, дать пряже вот это пространство, откуда будут выходить волоски, и которые они будут занимать, нужно брать большой крючок. Вот я взяла 5, подошло вроде бы шикарно. Смотрите, как красиво смотрится. Беру контрастную нитку и крючок и набираю контрастной ниткой 56 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Петли набраны, и я перехожу к вязанию первого ряда основным цветом. Складываю свою основную нить вдвое. Итак, первый ряд. В начале каждого ряда я сперва делаю воздушную петлю подъема. Вот так. Дальше смотрите. У воздушной петли есть дальняя дужка, есть передняя дужка. А если ее вот так повернуть обратной стороной, вот так, то вот у нее есть перемычки. И первый ряд я буду вязать именно за эти перемычки. Итак, первый ряд. Делаю сначала накид на крючке, поворачиваю цепочку и вкалываю крючок в перемычку. Помогаю себе пальцем. Вот так. Подхватываю рабочую нить и вывожу петлю через все нити на крючке. Это получается соединительная петля с накидом. Раз. Снова накид на крючке в перемычку. И делаю соединительную петлю с накидом. 2. Снова накид на крючке. Опять в перемычку. И делаю соединительную петлю с накидом. 3.
накид на крючке, в перемычку, 4. Снова накид на крючке, в перемычку, 5. Работаю так до конца ряда, я не дохожу 16 петель, то есть в первом ряду я делаю сначала 40 соединительных петель с накидом. 40 соединительных петель с накидом я связала. И дальше остается 16 петель. Эта часть приходится на отворот. Здесь делаю обычные соединительные петли, но все так же за перемычку. Вкалываю крючок, вывожу нить и вывожу ее через петлю. Раз. В следующую точку. 2. В следующую точку. 3. 4. 15. И вот последнее звено. 16. И на этом первый ряд закончен. Дальше второй ряд. Он будет уже укороченный. Итак, как я вяжу второй ряд? В начале каждого ряда делаю воздушную петлю подъема, поворот. И сперва я делаю 16 соединительных петель с накидом. Начинаю во второе звено от крючка за дальнюю дужку. Итак, делаю накид на крючке, вкалываю крючок во второе звено от крючка и делаю соединительную петлю с накидом. Раз. В следующую точку. 2. В следующую точку. 3. В следующую точку. 4. 14. 15. И 16. Дальше узор меняется и пойдут обычные соединительные петли. И здесь будет 38 соединительных петель. До края я не дойду 2 петли. И это будет второй ряд. Раз, 2, 3, 4, 5. 38 соединительных петель во втором ряду я провязала, 2 петли не дошла до края. Третий ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Делаю накид на крючке во второе звено от крючка за дальнюю тушку. Начинаю делать соединительные петли с накидом. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь делаю 38 соединительных петель с накидом. 38 петель я сделала, остается вот здесь 16 петель, и здесь все точно так же. Делаю 16 обычных соединительных петель за дальнюю дужку. Раз, 2, 3, 4, 15, в последнюю точку, 16. Третий ряд готов. Четвертый ряд. Воздушная петля подъема, поворот. И начинаю с 16 соединительных петель с накидом во второе звено от крючка. Делаю накид, вкалываю крючок за дальнюю тушку и вяжу. Раз, 2, 15, 16. Дальше узор меняется, и здесь будет 36 обычных соединительных петель за дальнюю дужку. Раз, 2, 3, 4. То есть до края предыдущего ряда я не дойду еще 2 петли и тем самым образую еще одну ступеньку. 36 петель я связала, и на этом четвертый ряд закончен. Дальше пятый ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Делаю накид на крючке во второе звено от крючка за дальнюю тушку. Начинаю делать соединительные петли с накидом.
И здесь их будет тоже сперва 36. 2, 3, 4, 5, 6. 36 соединительных петель связала, дохожу до последних 16, и здесь меняется рисунок. Здесь обычные 16 соединительных петель. Эта часть как бы на протяжении всей шапки будет постоянно. 2, 3, 4, 15 и в последнюю точку 16. Это был 5-й ряд. 6-й ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Делаю накид на крючке, во второе звено от крючка за дальнюю тушку вкалываю крючок и начинаю делать соединительные петли с накидом. В начале их будет 16. 3, 4, 15, 16. Дальше узор меняется, и я теперь вяжу 34 соединительных петли обычных. 1, 2, 3, 4, 5. То есть здесь до края последней ступеньки я не дойду еще 2 петли, и тем самым образую еще одну ступеньку. Итак, 6-й ряд закончен, не дошла я до края еще 2 петли. 7-й ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Снова делаю накид на крючке, во второе звено от крючка. Начинаю делать соединительные петли с накидом, и в 7-м ряду сначала делаю 34 соединительных петли с накидом. Итак, 34 соединительных петли с накидом я связала, и дальше остается 16 петель. Это 16 обычных соединительных петель за дальнюю дужку. 1, 2, 3, 14, 15, 16. 16 петель готовы, 7-й ряд готов, дальше 8-й ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Делаю накид на крючке, во второе звено от крючка вкалываю крючок и начинаю делать сначала 16 соединительных петель с накидом. 2, 3, 4. 16 петель с накидом готово. Дальше меняется рисунок, и здесь будет 32 обычных соединительных петли за дальнюю дужку. 1, 2, 3, 4. То есть до конца предыдущей ступеньки я снова не дохожу 2 петли. Тем самым образую еще одну ступеньку. 8-й ряд готов, 32 соединительных петли я сделала, дальше 9-й ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Делаю накид на крючке, во второе звено от крючка за дальнюю тушку вкалываю крючок и делаю соединительную петлю с накидом. И работаю соединительными петлями с накидом и вяжу опять 32 соединительных петли с накидом. То есть снова до конца ряда не дохожу 16 петель. 32 петли я связала, остается в конце 16 петель. Здесь меняется рисунок, здесь начинаю делать обычные соединительные петли за дальнюю тушку. Их будет 16. И это был 9-й ряд. И дальше 10-й ряд. Это последний ряд в первом клине. Итак, воздушная петля подъема, поворот. Делаю накид на крючке, во второе звено от крючка за дальнюю тушку вкалываю крючок и вяжу сначала 16 соединительных петель с накидами. 3, 4, 15, 16. Дальше узор меняется, перехожу на обычные соединительные петли. И этот ряд будет полный, он дойдет до самого края макушки, то есть соединит все вот эти вот ступеньки. И в нем будет 40 соединительных петель обычных.
Точно так же за дальнюю дужку. Раз, два, три, 4. Дошла я до первой ступеньки, вкалываю крючок в перемычку и на ряд ниже. И делаю соединительную петлю. И в следующую точку еще одну соединительную петлю. От каждой ступеньки, получается, нужно сделать по 2 соединительных петли, потому что мы оставляли недовязанными 2 соединительных петли. Снова в перемычку и в нижний ряд. И через все нити на крючке. Раз. И в следующую точку 2. Снова в перемычку в нижний ряд. Раз. И в следующую точку 2. И снова в перемычку в нижний ряд. Раз. И последняя точка 2. 40 петель я провязала, вернулась к своему первоначальному значению, и тем самым первый клин у меня закончен. Дальше начнется второй клин. Начнется он с 11 ряда. Второй клин будет вязаться так же, как и первый. Единственное отличие, он будет ему зеркален. Итак, 11 ряд, начало второго клина. Воздушная петля подъема, поворот. Делаю накид на крючке во второе звено от крючка, вкалываю крючок и начинаю делать соединительные петли с накидом. Здесь будет 40 соединительных петель с накидом, а дальше будет 16 обычных соединительных петель. И 16 обычных соединительных петель в конце ряда. Раз, два, три, 4, 14, 15, 16. 11 ряд готов, 12 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. 16 соединительных петель с накидом. Начинаю во второе звено от крючка. Раз, два, три, 4, 15, 16. И дальше продолжаю вязать обычными соединительными петлями. И 12 ряд будет тоже укорочен, но он будет самым коротким из всех укороченных. То есть мы начнем не с вот этого укороченного ряда делать второй клин, а с вот этого, да, он будет зеркален вот этому укороченному ряду. И в нем будет 32 обычных соединительных петли за дальнюю дужку. До края, до самого края макушки этот ряд не дойдет 8 петель. Связала я 32 соединительных петли в 12 ряду, и дальше будет 13 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Начинаю опять во второе звено от крючка делать соединительные петли с накидом, и их будет 32. 2, 3. Дохожу до последних 16 петель в этом ряду, и здесь вяжу обычные соединительные петли. Раз, два, 3, 4, 14, 15 и 16. И 13 ряд на этом готов. 14 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Делаю накид на крючке во второе звено от крючка. Начинаю делать 14 ряд и вяжу сначала 16 соединительных петель с накидом. 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16. Дальше рисунок меняется. Я перехожу на обычные соединительные петли. Раз, два, 3, 4. И их в 14 ряду будет на 2 больше, чем в предыдущем. То есть вот эту ступеньку я пройду, сделаю смыкание и свяжу 2 петли из нижнего ряда.
31, 32. Вкалываю крючок в перемычку и в нижний ряд. Это будет сцепка. Это 33 петля, 33 и 34. И 14 ряд на этом готов. 15 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Делаю накид на крючке, второй звено от крючка. Начинаю делать соединительные петли с накидом. И в 15 ряду вяжу 34 соединительных петли с накидом. Дохожу до последних 16 петель. Здесь меняется узор, и я здесь вяжу 16 обычных соединительных петель за дальнюю дужку. 15 ряд готов, дальше 16 ряд. Все точно так же. Воздушная петля подъема, поворот. Делаю накид на крючке, во второе звено от крючка, начинаю делать 16 ряд. Здесь сперва будет 16 соединительных петель с накидом. 3, 4, 15, 16. Дальше узор меняется. Дальше пойдут обычные соединительные петли. 1, 2, 3, 4. В 16 ряду их будет на 2 больше, чем в предыдущем ряду. То есть снова здесь дохожу до ступеньки, делаю сцепку и вяжу 2 петли из нижнего ряда. Итого в 16 ряду будет 36 обычных соединительных петель. Тридцать три. Так. 34. Сцепка с нижним рядом. Вкалываю крючок в перемычку в нижний ряд. Это 35 и 36. Дальше 17 ряд. Воздушная петля подъема, поворот, второе звено от крючка. Начинаю делать соединительные петли с накидом. Здесь будет 36 соединительных петель с накидом и 16 обычных соединительных петель. 17 ряд я связала, 18 ряд воздушная петля подъема, поворот, делаю накид на крючке, во второе звено от крючка. Здесь сперва вяжу 16 соединительных петель с накидом за дальнюю дужку. Дальше меняется узор, начинаю делать обычные соединительные петли, и здесь их будет 38. То есть это снова на 2 петли больше, чем в предыдущей паре рядов. Дойду до ступеньки, провяжу сцепку и 2 петли из нижнего ряда. Вот я дошла до ступеньки, вкалываю крючок в перемычку, в нижний ряд 37 и 38. И дальше 19 ряд. Воздушная петля подъема, поворот, делаю накид на крючке, второе звено от крючка. Начинаю делать соединительные петли с накидом. В 19 ряду это будет 38 соединительных петель с накидом и 16 обычных соединительных петель. Готов у меня 19 ряд, и дальше будет 20 ряд. 20 ряд это последний ряд во втором клине. Воздушная петля подъема, поворот, делаю накид на крючке, во второе звено от крючка за дальнюю дужку. Начинаю вязать соединительные петли, начинаю этот ряд, как и все четные ряды, с 16 соединительных петель с накидом. 16 петель я провязала, и дальше будет 40 обычных соединительных петель за дальнюю дужку. Этот ряд будет полный. 37, 38. Дохожу до ступеньки, вкалываю крючок в перемычку в нижний ряд. 39 и 40. Итого я связала 2 клина. Они абсолютно одинаковые, только они зеркально, да, это видно. Что вяжутся они как бы противоположным друг другу, но в них число петель, число рядов будет одинаково. Вот так, наверное, лучше смотреть на этот клин. И таких пар клиньев нужно 4. То
То есть всего клиньев будет 8. Первый, второй клин, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Соответственно, все нечетные клинья вяжутся точно так же, как первый. А все четные клинья вяжутся точно так же, как второй. Дальше будет третий клин. Это будет нечетный клин, и он аналогичен первому. Вам нужно будет просто перемотать на временную метку, которую я укажу внизу в описании под этим видео, и там снова начать вязать первый ряд. Контрастная нитка используется только для набора. Все полотно вяжется одним единым полотном без отрыва нити. И сразу же от второго ряда, от второго клина я перехожу к третьему клину. В нем будет 40 соединительных петель с накидом и 16 обычных петель для макушки. Ничего не отрезаю, ничего не обрываю, делаю воздушную петлю подъема, поворот и вяжу 21 ряд, 40 соединительных петель с накидом и 16 обычных соединительных петель. И так далее. Я снова вязать нечетный клин не буду, просто перематывайте это видео и вяжите таким образом 8 клиньев. Я свяжу 8 клиньев за кадром, встречаемся там, покажу, как сшить эту шапку. Я связала 8 клиньев, и на этом моя шапка закончена. Дальше, смотрите, последний ряд в 8 клине, это был полный ряд. Он провязал вначале 16 соединительных петель с накидом для отворота, и дальше 40 обычных петель. И этот ряд, здесь я оставила еще хвостик, но сантиметров 15 нужно сейчас распустить, потому что этот ряд я буду прокладывать заново, и я им сошью свою шапку. Но вот то, что он провязан, а потом распущен, это даст нам замер нити точный, необходимый для того, чтобы эту шапку потом сшить. Итак, распускаю последний ряд в 8 клине. Ряд распущен полностью, здесь даже воздушную петлю я не оставляю. Дальше складываю шапку вот таким образом. Открытая воздушная петля последнего ряда лежит у меня вверху, в правом углу. Наборный ряд с контрастной ниткой внизу лежит. Вставляю рабочую нитку в иголку и закрываю вот эту открытую петлю. Но все то же самое, что мы уже делали несколько раз в других моих изделиях. Я надеюсь, шов на обычной боснийской вязке вы уже выполнили не один раз и связали не одно изделие по моему мастер-классу. И перехожу на другую половину. Здесь смотрю, как контрастная нить цепляет нити первого ряда основного цвета. То есть вот они, перемычки контрастной нити. И вот так они будут цеплять ниточки. Именно это мне и нужно сымитировать иголкой. Я беру иголку и цепляю две первых ниточки, которые цепляет контрастная нить. И вывожу. И возвращаю иголку в воздушную петлю, которую мы только что закрыли. Вот. А дальше мне потребуется крючок, и крючок будет делать подсказку. Я вставляю крючок в петлю. Это была бы петля, которая идет на крючке по ходу вязания. И вяжу. Делаю накид на крючке, вкалываю крючок во второй изворот крючка, раз, два, за дальнюю дужку, вот так, и вывожу нитку через все нити на крючке. Здесь надо подтянуть все нити с плотностью, с которой вы вяжете, чтобы было не туго, не слабо, и вытаскиваю рабочую нитку. Давайте я ее выну еще и из иголки. Вот так. Возвращаю рабочую ниточку в иголку. И снова смотрю, как контрастная нитка обхватывает петли первого ряда. Вот она, эта перемычка. И вот то же самое, вот 2 петли я делаю иголкой, обхватываю. Обхватила и подтянула. И дальше мне нужно вернуть иголку в петлю предыдущего шага, в накид и в ту самую кромочную, в которую мы заводили крючок. То есть здесь 3 нитки будет. Возвращаю и снова все подтягиваю.
Подтягиваю. Опять беру крючок и опять вкалываю крючок в петлю. Это была бы рабочая петля, которая находится на крючке в момент вязания. И снова делаю то же самое, что я делала до этого. Делаю накид на крючке и вкалываю крючок в следующую точку, куда я бы вязала этот ряд, за дальнюю дужку. И снова вывожу нить. Вытаскиваю рабочую нитку. Трудоемко, но на самом деле все очень даже легко. Вытаскиваю ее. Вот, получается, видите, соединительные петли с накидом. Это уже не просто соединительные петли, а соединительные петли с накидом. Возвращаю нитку в иголку, вернула. Снова на той половине, что с контрастной ниткой, я раздвигаю вот так вот петли и смотрю. Вот. Цепляю 2 ниточки и вывожу нить. Так, здесь в петлю, в накид и в кромочную, из которой нить выходит. Все те же 3 нитки я опять цепляю. И здесь снова все подтягиваю. Так. Ох уж эта пушистая пряжа. Так, так. Снова возвращаю крючок в петлю. Делаю накид на крючке, вкалываю за дальнюю тушку крючок и делаю соединительную петлю с накидом. И эту нитку я вытаскиваю полностью. Так. Обратно возвращаю рабочую нить в иголку. Раздвигаю тут нитки, смотрю, вот 2 ниточки, которые цепляет контрастная нить. Цепляю их иголкой. И возвращаю в петлю, в накид и в кромочную, откуда нить выходит. И снова вывожу нить и подтягиваю. Так. И опять. Вставляю крючок в петлю, делаю накид на крючке, в следующую точку, куда шло бы вязание, делаю соединительную петлю и вывожу рабочую нить. Я думаю, уже видно, да, что образуются те же самые косы. Эта коса выйдет на лицо, то есть это же будет отворот, он вывернется, и эта часть будет на лице. Поэтому здесь очень важно сшить все аккуратно, петля к петле, чтобы все было незаметно, чтобы все было эстетично. Так, возвращаю опять нитку в иголку. Да. Смотрю, как контрастная нить цепляет основную пряжу. Вот она, зацепилась. Повторяю это движение иголкой. Так. Единственное, что пух немножечко мне тут мешает. Подтягиваю в петлю, в кромочную, в накид, точнее, и вот в кромочную. 3 нити. И вывожу. Расправляю пух. Возвращаю крючок в петлю. Делаю накид в следующую кромочную. И нитку опять вывожу. Так, смотрите, я сшила 1, 2, 3, 4, 5. Сейчас будет 6. Всего именно таких
стежков нужно сделать 16. Доделываем 16 стежков. Встречаемся здесь. Я покажу, как перейти на другой шов. Вот я почти дошила эту часть шва. Здесь, смотрите, если пересчитать вот эти косички, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, и вот она 16-я косичка, сейчас мы ее доделаем вместе. Снова вкалываю крючок в косичку, это была бы петля, которая была бы на крючке. Делаю накид в следующую кромочную за дальнюю дужку и вывожу петлю. Здесь можно все подтянуть. Вывожу нить. Так. Возвращаю нитку в иголку. И здесь начинает меняться рисунок. Снова вот так вот раздвигаю и смотрю. Да, здесь теперь, видите, вот есть такая рисочка. Это как бы накид был в предыдущем, в нижнем ряду. Но все так же есть те самые две ниточки, которые подхватывает контрастная нитка. Я подхватываю их иголкой и вывожу иголку. И подтягиваю. В петлю, в накид и в кромочную. И подтягиваю. И дальше я перехожу уже на более привычный всем нам шов для боснийской вязки, который я миллион раз показывала. Зачем здесь нужен крючок, вы скажете? Ну, наверное, можно было сделать все и без крючка. Но, во-первых, крючок показывает точное движение нити и точную траекторию нити. А во-вторых, если все это делать тем же крючком, которым мы вязали это полотно, то он еще и покажет, то он еще и задаст плотность, с которой мы вязали. И тем самым шов выйдет стопроцентно той плотностью, которым сделана вязка. И продолжаю дальше сшивать этот шов. Теперь в следующую кромочную в петлю. Здесь все будет более традиционно, но если очень хочется, можно опять-таки делать себе подсказку крючком. Да? Здесь смотрю, как контрастные нити. Вот она зашла, вот она вышла, и вот здесь вот есть опоясывающая перемычка. И на нее не обращаю внимания. Вот так подхватываю ниточки, вывожу рабочую нить, подтягиваю, возвращаю в петлю, в кромочную. Сколько же много пуха от этой пряжи Соло Филати. Итак, дальше продолжаю делать обычный шов на боснийской вязке, к которому мы уже более-менее привыкли. Могу взять крючок для подсказки, да, возвращаю петлю на крючок, это была бы петля на крючке рабочая, и вот она рабочая нитка. И как бы мы вязали? Мы бы вкололи за дальнюю дужку и вывели бы петлю. Получилась бы обычная соединительная петля. И дальше нитку нужно вывести для того, чтобы сцепиться, связать. Да? Здесь верну хвостик. Так. И снова смотрю, вот контрастная нитка, вот здесь вот есть перемычка, это накид с обратной стороны, и вот те две самые ниточки, которые подхватывает контрастная нитка. Подхватываю их иголкой тоже и снова вывожу. Возвращаю иголку в петлю, в кромочную, откуда нить выходит. Ох уж этот пух. Следующую кромочную в петлю. Здесь обойдусь дальше без крючка. Если он вам нужен, то используйте. Раздвигаю нити, смотрю, вот они, две мои ниточки, которые цепляет контрастная нитка. Вот. Цепляю их иголкой, поправляю все пушинки, подтягиваю, возвращаю в петлю, в кромочную. И в следующую кромочную. И снова подтягиваю. И опять вот, смотрю, вот так контрастные нити цепляют нитки первого ряда. И я делаю то же самое.
и в петлю, и в кромочную. Работаю так. Здесь поправим все пушиночки. Я работаю так вот до этой ступенечки. Здесь покажу вам, как еще сшить это изделие, когда у вас ступенька встречается, и затем покажу, как стянуть макушку. Итак, я подхожу к макушке. Цепляю снова ниточки. В петлю, в кромочную. В следующую кромочную, в петлю. Снова раздвигаю и цепляю нитки, которые цепляет контрастная нить. И здесь дальше делаю так. В петлю, в кромочную. И здесь нужно уйти на ряд ниже, потому что вот она, следующая кромочная. Но так просто уйти в нее не получится. Подхватываю перемычку, делаю сцепку с нижним рядом и вывожу вот в эту кромочную. Возвращаю иголку в сцепку и подтягиваю все. Здесь опять подхватываю петлю. Вот так. И последний стежок точно так же 2 ниточки цепляю. В петлю и сразу в кромочную. И вывожу в последнюю кромочную, в текущую петлю. Вот так. Это еще не все. И цепляю вот здесь вот самый край уже. Вот самый краешек. Снова в петлю, в кромочную. И на этом шов закончен. Дальше нитки, они сходятся в одной точке. Их можно связать между собой на узел. Раз и два. Все. Все почти на этом закончено. Давайте контрастную нитку пока спрячу вовнутрь. Там будет лицевая сторона. Остается только стянуть макушку. Итак, вкалываю крючок опять в перемычку, в пипочку, в перемычку, в пипочку. Раз, два. В перемычку, в пипочку. В перемычку, в пипочку. 3, 4. В перемычку, в пипочку. В перемычку, в пипочку. 5, 6. В перемычку, в пипочку. И последняя точка, это должна быть вот эта точка. Так. В перемычку, в пипочку. Все. И стягиваю макушку так, чтобы отверстия уже не осталось. И снова ниточки сходятся в одной точке, снова их можно связать. Раз и два. Тогда точно уже ничего не распустится. Дальше все хвостики я просто прячу с помощью иголки в вязаном ряду. Так. Вот таким вот движением прокладываю путь иголкой и прячу хвостик вдоль вязаной косички. Поступаю так со всеми ниточками, которые у меня торчат, и шапка на этом готова. И я вас обманула. Шапка, конечно же, не готова. Нужно еще убрать контрастную нитку. Выворачиваю шапку на лицо, открываю ряд, который был набран контрастной ниткой. Так, давайте вот так. Вот она. Здесь моя основная нить, она очень пушистая. Наверное, не так легко будет удалить эту контрастную нитку, потому что она уже ввалялась в ряд. Ну и вот так вот легонечко распускаю. Она все равно распустится. Петля за петлей, контрастную нитку и удаляю ее. И после этого шапка точно будет готова. Все, шапка готова. Вот смотрите, какая у нее макушка. Макушка получилась в итоге в 4 клина. Вот раз, вот 2, 3 и сзади точно такой же клин.
Она просто потрясающе пушистая. Не было в жизни этой шапки ни ВТО, ни какой-то сушки, стирки, ни начесывания, никаких лайфхаков по тому, как распушить эту пряжу. Я не делала. Она сама по себе уже такая. Просто я ее один раз связала, и вот он чистый пух. Запоминайте, Соло Филати Ангора. Покажу еще раз вам ее этикеточку. Все ссылки внизу под видео. И я чуть не забыла вам сказать про шов. Вот итоговое финальное изделие. Нету в нем никаких швов. Нигде. Ни с лица, ни с изнанки. Да, отворот. Здесь тоже абсолютно он идеален. Что внутри, что снаружи. Именно для того, чтобы получился отворот, да, чтобы получились косы на лице шапки и с отворота, и на основном полотне мы делали смену узора, и мы делали вот этот вот хитрый такой шов, который то делает соединительные петли, то обычные петли. Ну, надеюсь, что вам понравилось это видео, что оно будет для вас полезно. Заранее спасибо за ваши лайки. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Спасибо за внимание. Пока-пока.